Рейтинг у этого заведения на Яндексе высокий. Вот это все как во Вьетнаме. То есть, где можно недорого поесть. Ты его и съешь, и больше ничего в тебя не влезет. Я лимончика сюда. Обалденно. Пивом будет самое то. Интерьер не какой-то, съем все, что заказал, поэтому не стал пока. Нереально наваристый, насыщенный вкус. Все как надо. То, что доктор прописал сейчас с говядиной. Супер-пупер вьетнамский кофе. Честно говоря, расплюнуть. И за вас. Отличные. На мандарине. Свои предпочтения. В том ямах Олька шарит, короче говоря. Стоит очередь с улицы. Это настоящая вьетнамская кухня. Супер. Во Вьетнаме. Как будто там была. Это должно быть нечто. Отрыв башки, ребята. Будем туда дублировать. Понял только в процессе съемки. Всем привет, дорогие друзья. Рад снова видеть вас на своем канале. Сегодня у нас уже не первый, но для нас все еще необычный выпуск. Это обзоры. Готовить мы сегодня не будем, а решили сделать обзоры на заведения азиатской, точнее вьетнамской кухни в Сочи, в Адлере в частности. Значит, оставайтесь с нами, будет вкусно и интересно. Честный обзор, не предвзятый, все покажем как есть, с ценами, с блюдами. Я думаю, вам в преддверии сезона это будет интересно. По нашим местам обязательно можно ходить. Мы плохого не посоветуем. Погнали! Итак, сегодня мы приехали в заведение под названием Фо Ханой. Они ориентируются на вьетнамскую кухню. Соответственно, это понятно по названию. Это заведение находится на улице Ромашек. Улица Ромашек прямиком упирается в пляж «Волна». Рейтинг у этого заведения на Яндексе высокий. По-моему, 5 звезд, да? Насколько я помню. Что ж, сейчас пойдем и будем дегустировать вьетнамскую кухню Фо Ханой. Пойдем. Итак, освободился столик в конце зала у стены. Мы, естественно, его сразу заняли, чтобы было поудобнее. Сейчас то, что мы заказали, нам принесут. Но, кстати, хочу обратить внимание сразу, во-первых, на аутентичность такую. Клееночка на столе, вот такие соусы в банках. Вот это все как во Вьетнаме. То есть и запах такой прям вьетнамом. И смотрите, какой у них соус стоит на столе. Обычно шрирачу подают, вот, а тут какой-то прям чили ядреный. Я очень хочу попробовать его. Вот это мне прям по душе такие вещи. Тут даже по-русски не написано сзади, они наклеечку наклеили, чтобы скотчем, чтобы было понятно, что в этом соусе и стоит ли его есть или нет. В общем, сейчас принесут, мы снимем, что заказали, будем дегустировать. Но заведение пока, скажем так, по первому впечатлению, по меню и по антуражу такому прям вьетнамскому, знаете, как будто мы где-то находимся действительно во Вьетнаме. Пока что мне нравится. Ну и цены, кстати, очень приемлемые. Я вам скажу, что сколько стоит, вы будете приятно удивлены. Это как раз то заведение, по ценам сразу видно, что где можно недорого поесть. То есть альтернатива столовой, скажем так, в Адлере, да, или в Сочи в частности, да и вообще на юге России, да, ну, потому что столовой тоже уже цены гнут, нормально вот так на семью, муж, жена, ребенок или даже там 2 детей, ну, я думаю, в среднем пару тысяч точно выйдет, точно. В общем, оставайтесь с нами, будем дегустировать. Итак, принесли нам наш заказ. Мы заказали, ну, я заказал, естественно, фобо, потому что том-ям я не очень люблю, а фобо здесь есть огромный плюс в том, что здесь можно заказать небольшую такую чашку супа, там 800-900 грамм, бывает где-то литр, а здесь можно пол-литра заказать суп, то есть 500-граммовую тарелку. Это большой плюс, потому что если ты берешь 800-граммовую или там литровую, то только ты его и съешь, и больше ничего в тебя не влезет. Потом мы лизоньки взяли лапша Миен Сао, называется, это такая стеклянная лапша с древесными грибами, курочкой, яичком, в общем, сейчас будем тоже дегустировать, пробовать. Заказали немы. Немы — это такие роллы из рисовой бумаги, скрученные, они поджаренные во фритюре. Это с креветкой и фаршем свиным. И заказали салат. Хотели заказать вегетарианский. Видимо, у них не было манго, и у них в наличии только салат с говядиной, курицей и морепродуктами. Мы взяли с говядиной. Вот. Собственно говоря, к фобо принесли вот такие лимончик и пророщенные бобы. Или что это? Соевые бобы, наверное, пророщенные, да? Что это еще такое? Типа того. Ну, в общем, что, приступаем. И взяли попить. Лиза взяла попить. Это личи вкус, водичка такая с мякотью здесь, и ананас. Так, я начинаю с супа. Сначала попробуем его в классическом исполнении.
Ну, говядины здесь достаточно. Лапши тоже. Далеко не одна жижа. Пробуем. Наконец-то я могу поесть. Угу. Приятного аппетита. Пробуй и скажешь свое резюме. Фубо очень насыщенный, очень яркий говяжий вкус. Бульон реально наваристый. Наваристый конкретно. Так, это проросшие штучки я оставлю Оле. Единственное, что меня они не вдохновляют особо. Я лимончика сюда. Оп. Новинка. Че новинка? Вот новинка написана. А, коктейльчик. Так, перемешаем. Единственное, я на столе не вижу таких вещей, как соевый соус, например. Потому что часто во вьетнамских заведениях приносят соевый соус, и можно несколько капель сверху на еду еще добавить. Да? Ну вот я на других столах тоже не вижу. Ну-ка, с лимоном. Вот. Не зря приносят. Чуть-чуть добавил несколько капель. Суп вообще заиграл красками. Сейчас дай мне палочки, Лиз, пожалуйста. Теперь Ой, палочки такие тоненькие, аккуратные, видишь? Маленькие прям. Как мы любим. Да, так. Ну-ка. Да, я уже... Короче говоря, пацан, больше 12 и паломничество, день. Бомба. Очень вкусный суп. Обалденно. Наваристый. Обычно, ну как обычно, я не так много в своей жизни ходил по вьетнамским заведениям, но когда доводилось где-то на фудкорте сходить, обычно приносили фубо. Там такой бульон прям прозрачный был, знаете, ну такой как бы не крутой, а тут прям наваристый, крутой. Очень вкусно. И стоит этот фобо пол-литровый всего 350 рублей. Это нормальная цена. Ну, реально наесться можно. Ну, девчонка точно наестся. Хотя тоже девчонки разные бывают. Как, Лизонька, что скажешь по поводу макарон? Это не макароны, это лапша. Лапша, ну правильно. Ну как, вкусно? Сейчас я тоже попробую. Лапша очень вкусная. И курица очень вкусная. Все очень вкусно. Будешь бульон пробовать чуть-чуть? Давай чуть-чуть бульончика. Мясной, да? Говяжий? Мне сначала показалось, это печенье. Нет, пробуй. А потому что они, видимо, добавляют какую-то водичку, что ли, кокосовую. Такой слегка есть аромат. Давай, доедай. Классный, да? Нравится? Дай лапшу попробую у тебя. Но я лапшу хочу попробовать не просто так. Я хочу проверить, что это за соус такой. А я хочу попробовать Ну-ка. неба. Так, соус я чуть-чуть сначала капнул. Мало ли он какой-то там зверский. Лапша, кстати, 300 грамм порция, стоит 400 рублей с курицей. Так, пробуем. Обалдеть. Такой аромат, вы знаете, очень вкусно, все сочно, мощно. Но вообще такое чувство, что эту курицу филе на гриле жарили. Как будто ее сначала на гриле пожарили. Такой вкус шашлыка куриного. Ну, как бы на гриле как будто поджаривают, а уже потом обжаривают. С дымком, что ли? Да, с дымком именно. Или соус они добавляют такой. Все там молодежь как справляется с матерью. Да, это 100%. Это прям... Слушай, похоже они, да. Либо они добавляют вот этот жидкий дым, либо что. Либо они действительно на гриле поджарят. Ну, очень интересный вкус, прям необычно. Ну, очень вкусно. А, немчики. Нема очень вкусно. А ты соус макала? Там и креветки всякие. Капельку. Все. Мало ли, он не острый, нет? Ну-ка. Дай ты сначала попробуешь острый. Да пробуй. А Немо почем? Не помнишь? 420 рублей. 420 рублей, да? Сейчас я тоже попробую. Ну-ка.
Соус кислинку, да, дает? Да. Вот их разрезанные приносят. Там внутри и фарш, и креветочка, еще лапша, зелень какая-то. Зелень-мелень. Вот так макаем в соус. Ну-ка. Сергей тоже он был. Сейчас скажи, соуса много не бывает. Да, да. Что ты что? Крутяк. С пивом будет самое то. А чем здесь пиво, Никит? Кстати, да, пиво. У них есть местное пиво, оно называется Дагомысское. Пол-литра 200 рублей. Для кафе вполне. Вполне, да. И есть два вида их пива, по-моему, Ханой и что-то как... Санксон. Типа Синг-Санг, да. Вот. Оно, по-моему, по 250. Но там баночки 0,3 жестяные. Вот. Вот так, знаете, зайти, взять порцию немов, фобо, 2 стакана пива. Но я считаю, что... После пляжа, да? Да кайф. Я хочу Пойдем? попробовать чипсы. Давай. От Я пляжа, люблю- честно говоря, пешком чуть далековато. Ну как далековато? Минут 10. Кому как. Ну кому как? Минут 10 до пляжа идти. Я Давай. люблю чипсы с лапшой вот так вот. Ну, сначала давайте попробуем без лапши. Давай. А ну-ка. Сейчас. Это что за чипсы? Рисовые, да? Это очень вкусно. Теперь давайте попробуем с лапшой. Может, тебе вилочку? Ну, мы же в Вьетнаме. Вот так вот немножко положила. Бамбалейла. Так, салат. Салат это, я так понимаю, классический азиатский салат. Он есть не только во Вьетнаме, но и в Таиланде, и в Камбодже. Но в основном он как идет? Это вот свежие овощи рубленые, все соломкой режется с, по-моему, пекинской капустой, да, и туда еще добавляют манго. Он должен быть вегетарианским. Видимо, манго у них закончился, его подают с теплой говядиной отварной. Такая же говядина один в один, как в супе фобо. Подают с курицей. Кстати, курица один в один такая же. Я посмотрел, как подают курицу в эту лапшу. То есть меню простенькое, но, как говорится, на любой вкус. Сейчас будем пробовать. Тут самое основное в заправке. Она должна быть сладкая. Это не острый перец, случайно? Нет. Нет, это болгарский сладкий, да? Не могу. Почем салат? 250 рублей. 250 рублей. Ну, порция, конечно, честно сказать, порция мизерная. Ну, так вот, по большому счету. Салат это же не основное блюдо. Сейчас, Лиз, дай-ка я попробую сейчас салатик. Ну-ка. Вот так берем. Ну-ка. Я огурчик правильно. Ты в следующий раз как-нибудь это самое. Да. Он кисло-сладкий салат, слегка острый, ярко выраженный аромат кунжутного масла. Интересный, очень такой свежий летний вкус. Салат хороший, овощи все хрустящие, все свежее. Как говорится, все из-под ножа. Попробовали жарить. Итак, Оля съела салат без говядины. Говядину съел я. Я съел фобо. Лиза вот съела полпорции лапши и наелась. Потому что она еще съела немы 2 кусочка. И вот эту вот баночку выпила. Пошла вон руки мыть. Вон она стоит. Покажи в проходе. Ну, а поскольку я профессиональный доедатель, вот, мы берем этот чили-соус. Вот так вот. Чуть-чуть. Буквально немножечко. Это же лицензия. Поливаем лапшу. Поэтому лицензия. Чуть-чуть, немножечко. Чуть-чуть буквально. Самую малость. Чтобы только пикантности придать. Баба, Ну, и поехали. ну ты сказал, что этот соус для тебя вообще не острый. Ну, что-то... Ну что? То ли я так привык, то ли что. Он мне что-то не жжет вообще, хотя нарисовано, что тут прям... Слушай, ну мяса, мне кажется, в лапше прям много. Он острый уже. Мяса много. Да ёшки, Смотри, овощи тоже поджаренные, видишь? Такое по вкусу чувство, как будто либо с дымком, либо на гриле сделано. Я повторюсь. Плюс еще ко всему этому достаточное количество древесных грибов.
Именно древесных вот этих грибов. Вот они их тонкой полоской нарезали. Потому что обычно они здесь не заморачиваются в России. Шампиньонов накромсают. А шампиньоны не то. Понимаете, древесные грибы, они хрустят. Когда попадают на зубы, ты ешь, они хрусть, хрусть, хрусть. Вот они дают этот кайф такой. А шампиньоны, ну что, шампики, раскусил, там вода. Вот. Ну, мне нравится. Однозначно здесь есть глутамат натрия. Это 100%, потому что такого яркого вкуса без него не добьешься. Нитритная соль. Нитритная соль, да. Это точно. Ну, мне нравится. Честно, мне нравится. Значит, принесли нам счет. Весь наш обед сегодняшний обошелся в 1710 рублей. Вы не ослышались, друзья. 1710 рублей, учитывая, что 360 рублей из этого обеда – это две вот эти баночки фруктовые. То, что взяла Лиза. То есть, вообще, по факту, мы поели сегодня на 1350 рублей. Лиза наелась, я за счет ФОБО объелся, Оля съела салат, тоже достаточно поднаелась. Она вообще постится, ну, как бы, ну, хорошо, пускай вне постный день она бы себе еще порцию немов бы взяла за 400 максимум, и все. Ну, может быть, пивка стаканчик за 200. В Вот. вьетнамском ресторане так красиво, что я даже на стены засматриваюсь. Ну, прикольно, лампочки у них, да. Ну, вы знаете, за такие деньги, друзья, это еда вкусная. Вкусная, прям, ну, такая, знаете, прям качественная, да. Возможно, не такие большие порции, но, правда, фобо я сам специально маленькую взял. Но еда очень вкусная. За 1710 рублей мы Полная посидели. посадка. Полная посадка у них. Поэтому, ребят, ну, как Продукты бы... по-любому свежие. Все свежее, все из-под ножа. Салат хрустит. Ну, я не знаю, что. 1710 рублей. Где в столовой так не поешь? Вот просили пока, все говорят, вот в Адлере, в Сочи, все дико дорого, уже куда ни плюнь, минимум там какие-то миллионы отвалишь. Да нет, просто надо знать. Вот наша задача вам показать, где можно вкусно и недорого поесть. Ну и сравнить заведения между собой. Ну, в общем, подведя итог, хочу сказать, что заведение нам очень понравилось. Еще раз скажу, оно называется Фо Ханой. Это не реклама, а просто честный обзор. Мы будем сравнивать. Оставайтесь с нами. Будут еще заведения такого же формата. Азиатской, вьетнамской кухни, в частности. Что хотелось бы отметить. Да, интерьер не какой-то там ресторанный, роскошный. Но в этом-то и есть кайф. То есть ты как будто побывал во Вьетнаме. Вот эти столы с клееночкой, вот эти соусы. Все такое аутентичное. Готовят вьетнамцы, официанты вьетнамцы, вьетнамка, вот женщина ходила, очень интересно. Даже, по-моему, какие-то ошибочки есть в меню в переводе на русский. Ну, в общем, классно, классно. Я думаю, что по вкусу, наверное, вкус действительно вьетнамский, раз готовят вьетнамцы. Вот, цена максимально приятно удивила. Еда, ну, знаете так, по пятибалльной шкале я ставлю супу фобо и лапше прям 5 из 5, а, допустим, вот немо и салат где-то 4 с плюсом, но это все равно, я согласен абсолютно с Яндекс оценкой, что у этого заведения оценка 5, я тоже ставлю этому заведению оценку 5, все вкусно, все супер, дешево, быстро, качественно. Ну а мы двигаем дальше, оставайтесь с нами, дальше будет еще вкуснее и еще интереснее. Итак, сегодня мы приехали в заведение под названием Комфо. Заведение азиатской, в частности, также вьетнамской кухни. Оно находится прямо на площади Мандарин, рядом с одноименным пляжем Мандарин, рядом с рекой Мзымта. Частенько мы тут бываем. Про заведение на Мандарине, про рестораны, это самое такое скопление всех ресторанов. Мы снимем, конечно же, отдельно. Походим тут, пошляемся. Но поскольку в этой рубрике у нас азиатские блюда, в частности, вьетнамские, поэтому пойдем сегодня в Комфо. Кстати, мы в нем еще не были ни разу. Нам интересно зайти, продегустировать. Мы очень голодные. Забрали Лизоньку из школы, она тоже не обедала. Вот, а мы даже и не завтракали с Олей. Пойдем, попробуем и поделимся с вами честным отзывом. На входе есть меню, да? На входе есть меню, да, прям перед входом можно глянуть, что тут. Ну, выбор хороший. Тут и салатики, и креветки, и немы, и даже всякие картофель фри и наггетсы. То есть они специально добавили, ну, чтобы деткам было. А то дети-то не будут есть там том-ям или какие-то креветки с чили-соусом. Пойдем. Папа, Пошли. точно мне надо.
Мы сделали заказ. Сейчас, конечно, мы покажем, что заказали, но сразу хочется отметить, что здесь очень большое меню. Намного больше, чем в предыдущем. Ну, здесь прям на 3 страницах. И что интересно, помимо классических всяких вьетнамских, там, ну, скажем так, блюд там вьетнамских или тайских, здесь еще есть роллы, классические разные, ну, там типа Калифорния, Филадельфия с угрём. И даже, я повторяюсь, тут есть такие блюда, как там картошка фри, наггетсы и тому подобное. Естественно, напитки вот эти всякие фруктовые тоже Лиза заказала. Вот, я взял кофе вьетнамский, он такой со сгущенкой подается, прикольно, перемешиваешь, сладкий, классный. Вот, значит, сейчас все покажем. Минимальная порция фобо супа здесь 700 миллилитров. Стандартный идет литр. Вообще, то есть вот такой тазик. Сейчас принесут. Типа, Вот когда мы вьетнамские в рестораны приходим, все стены какие-то радужные. красиво, потому что это такой антураж специально создают. Все такое, ведь там тут драконы какие-то разные, азиатские, тут на стенах нарисованы. Ну, красиво, народу немного, тихо, очень уютно. Хотя это самое такое место оживленное Мандарин, вот эта площадь. Ну, лет. Да, так не только, а что не только летом, тут и зимой, вон народ гуляет. Тут в Сочи такая зима, что круглый год гулять можно, ну, если, конечно, дождь не зарядит. Вот. Надо отметить, что здесь есть крепкий алкоголь, в отличие от других вьетнамских. Да, здесь есть крепкий алкоголь, все у них в порядке с лицензией. Тут у них, кстати, вот целый вагон палочек стоит, соус острый стоит. Вот какой-то, смотрите, обычно шрирача везде. Вот в Это шрирачи по-вьетнамски. да? Я умею читать. Больше перца шрирача, да? Как в прошлый Вот, и раз. Тут соевый. наклейку тоже наклеили. А потому что все не по-русски, они клеят вот наклеечки на русском языке, чтобы было понятно, что это вообще такое. И что-то вот у них еще приложение есть, я вижу. Тоже вот получи скидку, зарегистрируй, можно скидку получить. Вот. Не знаю, хотел креветки заказать еще в соусе этом кисло-сладком, но я просто не уверен, что съем все, что заказал, поэтому не стал пока. Если Лиза мне поможет с рисом разобраться, я там рис с говядиной брал, то тогда может быть еще креветочки закажем на пробу. В общем, ждем. Thank you. Оба для вас, верно? Да. Говядина жареный, Ага. салатик, рыбочка, Сюда. пожалуйста. Для вас, Спасибо. пожалуйста. Ну что, принесли нам наш заказ. Вот моя порция фобо. Мясо сразу видно, здесь говядины от души положили. Спасибо. Рис. Тоже с говядиной, яйцом, жареный рис. Выглядит очень аппетитно. Порция тоже, действительно большая. Спасибо. Оля заказала салат из жареных баклажан, но без сыра. Ну, вегетариан. Он здесь, кстати, такой подается. Он в сладком чили-соусе. Тут томаты. Классно, кинза. Вот. Лизонька заказала картошку фри с кетчупом, себе вот такой напиток маракуйя и роллы Калифорния. Калифорния с креветками, да. Все там как положено. Да, много васаби, соус соевый, имбирь. Вот здесь, что интересно, принесли вот такую тарелку. Тут для фобо, значит, вот мята, перец острый, лайм и имбирь мелко натертый. Потом вот их классический уксус с чили перцем. Потом соус шрирача. Вот, значит, спасибо, Лиз. И две таких баночки тоже острого соуса. Предупредили, да, что соус? Да, предупредили, что острое. Объяснили как, что по идее острый добавляется, либо в рис, либо в суп можно шрирачу добавить. А вот этот соус надо перемешивать с этими вот пророщенными бобами и в прикуску есть. Вот, хотя принесли острый соус наподобие шрирача, но здесь на столе стоит вот такой. Я уже показывал. Вот, в принципе, можно было не приносить, но принесли. Ну что, начинаем дегустировать. Я, как всегда, начну с супа. Потому что фобо это самый распространенный суп, я так понимаю, в Азии, типа как Вьетнам и Таиланд, может быть, Камбоджа. Фобо. Нет, это фобо чисто вьетнамский. Чисто вьетнамский, ага. Ну вот мы его, собственно, и дегустируем. Сразу видно, что суп мега наваристый, прям бульон, куча наполнителя. Тут, от души мясо навалили с лапшой. В общем, будем пробовать. Сначала буду пробовать в чистом виде бульончик. Просто интересно. Бомба. Нереально наваристый, насыщенный вкус. Все как надо по соли, все как надо. Вот лучок зеленый
Ощущается, вот они еще красный лук здесь добавили. Кинза. Бомба. То, что доктор прописал сейчас с говядиной. Супер. Супер. Но теперь буду есть так, как я люблю. Обязательно немного. Кстати, в том заведении, как оно же называлось-то, в каком мы были? Ханой. Фо Вьетнам. Фоханой. Фо Ханой, да, да. Там да, приносили лимон к фобу, а здесь лайм. Такой как бы вроде мелочь, но приятно. Теперь мы закинем сюда, как я люблю, чили, перчики. Вот так перемешаем. Просто я не знаю, как это работает, но, допустим, я заметил, что буквально 5-6 капель лимона или лайма в фобо, вот в этот говяжий бульон, и он становится прям какой-то, ну не знаю, необыкновенный. То есть какой-то вкус становится, какая-то реакция происходит. Ну-ка. Да. Вот как вот. Значит, видимо, все-таки не зря они приносят к фобо вот этот лайм. Для тех, кто действительно шарит, а вьетнамцы, по идее, шарят в фобо, вот, то это прям то, что нужно. Кстати, вьетнамцы едят фубо на завтрак. На завтрак. Да, первое их блюдо они едят как бы, и идут на работу. Насколько она вообще в Азии, первые блюда на завтрак едятся. О, а вот и кофе. А вот и Потом кофе. сделаю все. Минут 7 она стоит, потом все сделаю. Угу, спасибо. Я уже почти налилось. А вот и кофе. Там на дне сгущенка. Вот белая прослойка. Здесь в этой штучке заваривается заварной кофе вьетнамский. Вот он сейчас сюда стечет. Потом официант сказал, подошел, все сделает, тут почистит, уберет. И у меня будет супер-пупер вьетнамский кофе. Да, кстати, я попробовал. Картошка хрустящая, горячая, соленая. Вот прям соль крупная. Класс. Так, теперь я что хотел? Я хотел попробовать так, как порекомендовал официант. Взять вот эту смесь. Смотрите, какая паста. Вот такая паста густая. Ну, это перетертый перец чили, мне кажется, да? Это что-то такое. Ну, пахнет очень приятно, даже слегка какой-то мясной запах как будто есть. Я не знаю, что это такое. Я хочу, поскольку я острое ем и особо не боюсь, я хочу взять вот эту пасту, как он сказал, положить вот сюда к этим пророщенным бобам. Я не знаю, соевые бобы это или что. Честно, я не спросил. Острое. Так, немного вот так перемешать. По идее, это надо есть в прикуску с фобо. Или же, я так понимаю, кто-то вот эти проростки прямо в суп добавляет, да. Ну-ка, будем пробовать. Ну, ребят, как в этом, на Дерибасовской, хорошая погода. Если не вернусь, считайте меня коммунистом. Короче, я думаю, если возьму побуду, я потом сделаю. Я уменьшился еще немного. Я прикалывалась. Не острое. Знаешь, острое. Странным образом жечь начинает потом. Сначала ест, вот сейчас жжет. Жжет, набирает. Поэтому надо бульончиком закрыть. Набирает. Сейчас не бульончик, а вот так. Возьмем лапши. Ну-ка. Ну, паста ничего. Ну, Кофе уже почти набрало. кому-то это будет просто смертоубийство есть такую пасту. Мне, конечно, это, честно говоря, расплюнуть. Вот так берем. Вот так мясцо. И поехали. А запустим, знаете, чем? Закусим вот этой пастой. Пофигу. Я готов ехать в Азию. На 100%. Даже в пот не пробило. Пока. Итак. Пока что отставим фубо в сторонку и приступим к рису. Фубо я сейчас доем. Но я просто очень хочу продегустировать и показать вам. Итак, сначала, естественно, как всегда, я буду пробовать в чистом виде. Вот так берем. Говядины от души, риса много. Знаете, такой приятный. Вот я почему люблю жареный рис, он становится такой, ну, липкий, что ли, как сказать, такой, знаете,
Клейстер такой. Тоже пробовать хочешь? Лизонька тоже будет пробовать. Давай твоими палочками. Мои острые. Сейчас возьмем Лизины палочки. Тебе с мяском? С чем еще? Ну, конечно. Давай. На соус тоже. Хорошо. Опа-на. Крутяк, да? Тебе, наверное, лучше вилочка есть, этот рис. Слушайте, рис классный. Реально пожарен как надо. Много яйца, много говядины, кукурузы. Очень вкусно, но Я как я хочу штучки острые. вот это, да, тебе лучше их не есть. Я хочу попробовать так, как я люблю. Чуть-чуть. Так, тут запечатано, что ли? Да. Чуть-чуть. С краю. Несколько капель Это вот такой соус. соевого соуса. Вот так. И также с краю себе, чтобы Лиза могла есть, я добавлю немного. Ну как немного? Соуса шрирача. Раз уж мы во вьетнамском заведении. 2 раза делаем. Теперь берем вот так. И за вас. 2. Хорошо. Да. Надо забрать немного. Вот теперь, друзья, меня бросило в пот с этим соусом. Пока буду остывать, расскажу вам чуть-чуть про цены. Фобо, значит, вот такая здоровенная порция стоит здесь 520 рублей. Рис стоит с говядиной 620 рублей. Порция огромная. Я, честно говоря, ем и понимаю, что вряд ли я все это добью. Давай, целиком. Ну, что скажешь? Или надо проживать сначала? Сейчас. Я сначала с супчиком хочу разобраться. Уж очень мне нравится фобо. Как, Лизонька, ролл у тебя? Очень вкусные. Но мне кажется, вариант должен сказать папа. Я? Ну давай попробуем. Возьму поменьше. Возьму. Так ты соус-то макни тоже. Чуть-чуть макнем в соус. Отличный. Свежак. Креветка чувствуется. Бомба. Риса немного. Смотрите. Сколько наполнителей. Тонкий рис. То, что надо. Хорошие роллы. Вкуснее, чем когда вы... Сколько они, Оль, стоят у нас? 620 рублей. 620 рублей, 8 штук. Нормально. Я подчеркиваю, заведение на Мандарине. Самое топовое место проходное. Тут, по идее, самые такие люксовые рестораны Адлера находятся. Ну, здесь и на Поляне, на Красной, где еще. Ну, поэтому вполне себя. Я думаю, что даже взрослому мужчине фобой рис съел, это на весь день. Икра, иди ко мне сюда. Красная икра, да? Официант не обманул. Соус, который в баночке был, вот этот красный, он действительно острый. Он, главное, по вкусу напоминает шрирачи. Может, это и есть шрирачи, просто очень свежий. Я не знаю, меня прям в пот пробило. Я еще перчиком закусил. Прям вообще то, что надо. Оля вот ела салат, но я обязан попробовать его именно на вкус. Что тут? Каким образом поджарены баклажаны? Сколько соуса? Ну-ка. Классика. Снаружи хрустящие, запеченные, внутри нежные, мягенькие. То, что надо. Сколько стоит, Оль? 480 рублей. 480 рублей салат. Ну, я бы не сказал, что дешево, но, знаете, и недорого. Средняя цена по Сочи. Нормально. Поможешь мне разобраться с рисом? Не за что. Давай. Папа, а ты мне поможешь разобраться одну ролинку через этим? Папа, я не могу ребенку отказать. Я понимаю, что я сейчас объемся. Я понимаю, что я сегодня уже точно без ужина буду. Вот так вот. И вот это тоже. Но я съем так, как я люблю. Вот это тоже. Вот
Берем чуть-чуть васаби. Буквально вот. Как я люблю есть. Может, это кто-то напишет по-колхозному. Но вот так, Как ты имбирь. любишь, как и ешь. Да, как люблю, так и ем, короче. У каждого свои предпочтения. Ну-ка. Острый. Мне нет. Мне не остренько. Очень неплохие свежие роллы, классные вообще, прям супер. Может быть, если... Кило. Оле же нельзя, забыл. Ну ладно. Давай. Рис с говядиной. Помогай папе. Мама нас не поддерживает сейчас. Сами справимся, да, Лиз? Нет, я обязательно продегустирую лучше том-ям, да? Да, кстати, Оля, когда пост закончится, продегустирует супы том-ям. Снимем специальный обзор, где лучше том-ям в Сочи. Может быть, это будет не 2, не 3 заведения, может быть, и не 4. Может быть, прям выбрать хороший. Потому что Оля в том-ямах очень разбирается хорошо. Она сама готовит его прекрасно. И главное, каждый раз по-разному получается, но каждый раз индивидуально, вкусно очень так прям. Может быть, кто знает, где в Сочи хороший том-ям? Да, кстати, может быть, если вы знаете, где прям реально настоящий хороший том-ям, как в Таиланде, вот, пишите, мы обязательно посетим это место, потому что в том-ямах Олька шарит, короче говоря. Вот. Ну а мы что, потихонечку будем все это дело доедать. Может быть, вам что-нибудь еще подснимем. И, естественно, в конце покажем, сколько нам обошелся этот обед, все ли мы съели, потому что я уже сытый. Я, честно говоря, не знаю, как мы сейчас все это будем добивать. Вот. Оставайтесь с нами, будет интересно. Ну что, кое-как мы справились со всем этим делом. Суп я даже не доел. Честно, это выше вообще сил просто. Настолько сытно все. Вкусно, честно, мне вот все понравилось. Я не наелась, а мама говорила, точно роллы будешь брать, а я даже не объелась и не наелась. Ну, это странно, потому что обычно ты с картошки фри уже улетаешь спать, а тут ты и роллы все съела. Это, видимо, вкусно. Видимо, просто, да, действительно очень вкусные, роллы свежие, девчонкам очень понравится, там много сливочного сыра, креветки, прям то, что надо. Я, короче говоря, приступил уже к кофейку, вот, а мы будем заказывать счет. Кстати, как салат, Оль, тебе баклажанный? Вкусный. Хороший, да? Ну, классика, прям сделан как Слушай, надо. Тут ходит легенда по Сочи, по Адлеру, то, что начали продавать в ресторанах, подавать салаты из замороженных баклажан, как бы как Заготовкой? да, заготовка. Мгм. И вот мне кажется, что в грузинском ресторане как раз были из заготовок. Может быть, я не знаю, но здесь точно нет. Здесь точно нет, это Да, тут из-под ножа. 100% свежие баклажаны. Ну вот, я не знаю, мне, честно говоря... Забрать вам? Да, и счет можно тоже, да. Понравилось вам? Да. В общем, заказали счет, пьем кофе и покажем, сколько вышло у нас отобедать втроем на семью. Но, честно говоря, заказали столько всего, во-первых, потому что были голодные, а вы сами знаете, покупаешь глазами, все смотришь, меню, глаза разбегаются, кажется, что я сейчас и это съем, а по факту, когда начинаешь есть, понимаешь, что переоценил свои силы. Вот, ну я прям, не знаю, я, по крайней мере, объелся, я говорю, даже не доел суп. В общем, сейчас вам все покажем. Итого счет у нас вышел на 3500 рублей на троих. Вот, но, опять-таки, с учетом чего? Мы взяли чайник чая еще с мятой лаймом, 400 он стоил, кофе 250 и напиток Лизин, где он есть. 180 или 170, по-моему. Да, лимона 207, да, поэтому, в принципе, 200. да, 270. То есть, фактически, именно поели мы здесь, ну, наверное, на 2500, на 2600. То есть, остальное это были напитки. И зря даже брали чайник чай, не потому что он какой-то, он хороший, просто его реально много. Такой чайник, ну, не выпьешь просто-напросто. Вот. Все, мы, в принципе, заплатили, сейчас оставим чаевые, выходим на улицу и подводим итоги. Ну что, в общем, отобедали мы, вышли, нам а нам все понравилось. Цена не дешевая, но и недорогая, она не может быть здесь дешевая в любом случае, потому что это самое сердце, самая туристическая Мекка Адлера, можно сказать, понимаете? Мандарин, самый центр, тут аренда дикая. Вот, и, конечно, вышло еще почему, потому что мы заказали роллы с креветкой. До этого мы не заказывали, потому что это не характерно, все-таки роллы и суши это японская кухня, и мы хотели бы отдельно сделать обзор на японскую кухню. Обязательно он у нас на канале будет. В дальнейшем, наверное, ближе к сезону
летнему. Вот, что касаемо... После поста, да, Оля, там ям роллы сюда, пост кончился, все, на базу. Вот, значит, что касаемо вьетнамской кухни, лично мне очень понравилось. Цены, еще раз говорю, средние. А сколько пива стоило? Однозначно, пиво 300 рублей. 0,5. 300 рублей, 0,5 пива. Это не дешево, но я же еще раз подчеркиваю, для мандарина самый центр Адлера, это здесь вот река Мзымта, впадает в Черное море, самый вот этот тусовочный угол, тут все бары, клубы, рестораны, все, как говорится, на любой кошелек. Хотя в основном это на средний, и толстый кошелек. Рестораны. Новиковские, тут всякие бары, тут и стриптиз-клубы. Обзор будешь давать? Сейчас, да, сделаю потом обзор на стриптиз-клубы. Пишите в комментариях. Кого взять в операторы? Что вам показать. Вот. В принципе, нам понравилось. Заведение еще раз называется Комфо. Ну, а мы едем дальше. Оставайтесь с нами, будет интересно и вкусно. Итак, сегодня мы приехали в заведение под названием Фо Вьетнам. Находится оно в Адлере, в центре, по адресу улица Кирова, 99. Заведение с виду невзрачное, вывески никакой большой нет у нее, вот только на дверях написано Фо Вьетнам. Что интересно, когда бы мы тут не прошли или не проехали, в какое время дня, вечера или утра, у них постоянно полная посадка, а еще зачастую даже стоит очередь с улицы. То есть люди ждут своего места, ждут, пока освободится местечко, чтобы пойти поесть. Вот сейчас мы пройдем, продегустируем и узнаем, так ли вкусно, как говорит очередь. Все, поехали. Мне кажется, у меня в кармане. Я его Что ты будешь? Рис вот такой, да? Смотри, есть с курицей, с говядиной и с морепродуктами. Я как всегда. Как всегда, ты с курочкой брала. А есть еще вот такая... Вот, или вот миенсао лапша, помнишь, есть такая миенсао, это вот как, помнишь, стеклянная такая лапша, есть с говядиной. Сознаешься зрителям, что мы здесь не первый раз, и это одно из наших любимых мест. Да, хорошо. Тогда нету интриги. В общем, это одно из наших любимых мест вообще в Адлере. Здесь очень небольшое меню. Я просто сейчас... Оля сфоткает вам отдельно, но я хочу показать. Вот раз страничка, и вот два страничка. Это настоящая вьетнамская кухня. Здесь повара вьетнамцы, официанты вьетнамцы. Кстати, нас два официанта узнали сразу. Ну, конечно, потому что мы здесь, наверное, раз, 10-й, 15-й уже. Раз в недельку мы здесь бываем. Раз в неделю стабильно бываем. Мало того, мы берем с собой. Здесь, забегая вперед, хочу сказать, что это самая вкусная вьетнамская еда, которую мы когда-либо ели. А цены и порции... Очень вкусные. А цены и порции здесь просто обалденные. Ну, например, сразу, опять-таки, забегая вперед. Том-ям 450 рублей, фобо пол-литровый 350. Например, рис вот этот с курицей 400 рублей. Ну, чтобы вы понимали, это вот такая порция. Ну, не такая, конечно, вот огромная. И, например, лапша вот эта стеклянная, как мы брали в одном из заведений, например, с курицей 400 рублей. Ну, порция 400 грамм, понимаете? То есть в этом заведении ты не съешь первый, второй салат. Ты даже не съешь второй салат. Не, ну, может, второй салат еще съешь, но первый, второй съесть нереально. Да, все, будем заказывать, сейчас все принесут, все покажем. Ну что, сегодня пятница. Заказ мы сделали, ждем. Пока что принесли начало заказа. Вы посмотрите, сколько пены. Точнее, как газики играются хорошо внутри бокала. Я и такой еще. Чудо. Я такой еще. А у Лиски ранбутановый самогон. Вьетнамский самогон из ранбутана. А у меня пивко. Кстати, пиво стоит 200 рублей. Центр Адлера, пожалуйста. А это сколько стоит? Да не знаю. 180. 180. Да уж лучше, потому что... уж лучше бы пиво взяла. Нет, это потому что импортный напиток, да, поэтому он стоит дороже. Вот. Ну что, Я хочу проверить, какого оно цвета. Потому что я его еще не пила. прозрачно-фиолетовый слегка. Давай. Спасибо. Ставьте. Спасибо большое. Спасибо. Итак, принесли нам наши вкусности. Фобо. Фобо, ну, по одному запаху понятно, что это хороший, качественный фобо. Пахнет изумительно.
К нему принесли вот такие зеленушки всякие. Тут имбирь, острый перец, соус типа шрирача, лимончик также. Вот эти пророщенные бобы и травка. Мята. В Мята, другом мята. ресторане было побольше соуса. Молодец, запомнила. Да, но я думаю, этого будет достаточно. Потом мы заказали креветочки. Креветочки обжарены на сливочном масле с чесноком. Кисло-сладкий чили соус и белый соус такой. Ну, наверное, Там сметанный какой-то. да, на основе сметанки, майонеза. Так Вот. все вкусно, что хочется все съесть за Да, раз. потом смотрите, интересно, рис с говядиной, вот то, что мы заказали порцию, к нему всегда здесь подают вот такой бульон. Собственно, это тот же самый фобо, только без лапши и мяса. Именно такой жидкий бульон, чтобы рис можно было запивать. Вот, заказали салат. Салат свежие овощи, манго сладкий. И тут еще креветочки сверху, я их съем. Ну и чипсы, Лиза очень любит вот эти рисовые чипсы. И В мы них еще домой их возьмем. да, еще домой. В них можно и рис внутрь класть, вот как Лиза любит есть. Их можно просто в соус макать. Тоже такой вот белый соус с укропом, с чесночком, по-моему. Такой тоже же дают. тут лежит. Да. Сейчас будем дегустировать. Заказали, так скажем, ну, по-богатому, с креветками, со всеми этими ингредиентами. Я Целый думаю, стол. да, целый стол получился. Я думаю, мы наедимся. Ну, есть, и естественно, у них на столе стоит здесь соевый соус, достаточно хорошей концентрации. Не вот этот вот, знаете, ядреный такой, а он как будто у них слегка такой разбавлен, очень приятно его есть. И вот еще у них тут есть вот такой соус, они на основе уксуса делают с чесноком и чили. Соус Рисовый уксус. жидкий. Да, это, ну, как соус получается. Это рисовый уксус с чесноком и острыми перцами чили. Я его очень люблю, но много его не надо. Почему? Из-за уксуса кислит. А вот так чуть добавил, несколько капель чесночка положил сверху, и вкуснятина. Ну что, будем дегустировать. Сразу лимончиком побрызгаю. Был лимон, был лайм, опять лимон. Да. Папа, может ты еще сюда-то? Нет, Это тебе, Лиз, это говорят. тебе рис запивать. Не-не-не, я Так, не буду, я не хочу такой суп. посмотрите. Качество мяса. Мне кажется, это Вы знаете, очень много еда называется. мяса немного, честно скажу. Но оно есть, но его не так много, как в... Как это же у нас заведение было? Комфо. В Комфо пока мяса было больше всего. Сейчас будем пробовать. Не, ну зато мясо есть. Если бы мяса не было, что ты Фобо без делал? мяса не делают. Ну-ка. Вкусно? Супер. Очень вкусно. На, пробуй. Вот правда. Ты говоришь, что вкусно, а пахнет этот суп. Ну, он очень вкусно пахнет. Это говяжий бульон. Чего ты? Горячо было. Да нет. Остыл. Давай еще пробуй. Как будто бы с мятой или кокосиком, да? Очень вкусно. Чего? Наверное, это что-то... Мне сначала напомнило это горох какой-то. Диетный горох. Просто они добавляют сюда зелень и то ли мята, то ли кокосовое что-то, вот молочко, но он такой аромат приятный у него, привкус. Суп очень хороший, наваристый. Лиза, давай рис. Давай. Рис намазал, добавил. И нет. Вилочку бери. Давай сразу капнем чуть-чуть, да? Для вкуса. Несколько капель. Сейчас будем пробовать чудо. Супчик отличный. Это моя самая любимая еда в Вьетнаме. Во Вьетнаме. Как будто ты там была. Будешь Считай, еще. была. Считай, что была, Ночью да. я во сне там была. Давай. Бомба. Нету слов. Ну, я хочу, чтобы папа Давай. прокатился. Давай чуть перемешаем вот так. С краю. Я всегда говорю, что папа продегустировал и сказал, потому что Ты я не можешь понимаю, взять это вот эту вкусно или срирачу. нет. Сейчас. Это острый. Отлично. Тут еще кукуруза есть. Изумительный рис. Классно сварен, классно пожарен. Он такой, знаете, его жуешь, он такой липкий, такой, знаете, тягучий. Много яйца, много говядины, зелень, морковь.
В общем, Мне нравятся вот эти фаны. а это они сверху еще посыпают хрустящим луком вот этим. Стружка, да? Стружкой луковой, да. Как это аппетитно. Ну, ничего, скоро я к вам присоединюсь. Да, скоро пост закончится. Давай еще чуть капнем. Вот так. Хочу теперь Креветочка. попробовать креветку, да. Это должно быть нечто. Тут и кинза сверху, и Сколько тут штук? раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И они 8 хорошего размера. хорошего размера. Тут, смотри, еще посыпано тоже стружкой луковой вот сверху. Они так запакованы, что я даже ничего не вижу. Да, потом вот жареный лук. Жареный лук. Они в панировочке. Жареные, я уже говорил, с чесноком. Я думала, ты достаешь какую-то палочку. Не, это креветка. Сейчас сразу в соус. Ну, размера вообще шикарно. Отличные креветки, да. Стоит 600 с чем-то рублей, да? 600 ровно. Я креветки не люблю. 600 рублей всего. Здесь порция полкило. Мне вот интересно, если папа попробует это. Отрыв башки, ребята. Я с хвостиком съел. Обалденно. Чувствуется сливочный вкус на масле жареное. Чувствуется чеснок. Обалденно. Блин, я не знаю. Это феерия вкусов. Ну и салатик. Вот я всегда хотела, чтобы папа его попробовал в этом ресторане. Сейчас попробуем. Так, салатик у нас овощной, как я уже говорил. Тут огурчик, морковь. Вот такой вот сладкий манго. Причем манго они, видимо, используют не здесь. Вот, ну, скажем, не тот, который у нас продается в магазинах сетевых. Видимо, это действительно, может, они какой-то вьетнамский берут, потому что он мягкий-мягкий. Вот я его даже палочками могу, скажем так, перерезать. Тоже орешек, стружка. Да, сверху они посыпают луковой стружкой. Креветки у них не жареные никакие, чисто вот как это, они размораживают, варено-мороженые, и добавляют. Ну, у нас бы в России сказали сырые, но это, конечно, не сырые. И сверху луковая стружка и арахис. Кстати, будьте внимательны, у многих на арахис аллергия. Там в меню написано, что если у вас есть аллергия на какой-то продукт, вы можете попросить его. Даже так, да. При заказе просто сказать, сделайте без арахиса, и все. Ну что, будем пробовать? Я не знаю, как. Я хочу без креветочки попробовать. Хочу именно вот зацепить овощи с манго. Даже вот в одном манго попалось. Лучок тут еще, смотри. Вроде как это классический такой салат вьетнамский. Ну-ка. Заправка, наверное, да? Кайф. Вы знаете, помимо манго, тут соус, заправка. Его вообще не видно. Такой кисло-сладкая, знаете, заправка. Даже, я бы сказал, что это сладкий салат. Очень интересный, он прохладный, он вкусный, он весь хрустит. Овощи свежие. Например, летом такой салат, то, что надо. Я бы летом вообще брал фобо, например, и салат, и все. И уже не надо там рис тяжелый, там еще что-то. Уже как бы это, как принято говорить у молодежи, too much. Столько не съешь, аушки. Мне кажется, это так вкусно, что даже чипсы растаяли. А чипсы, да, в соке салатном. Ну, это, кстати, очень удобно. Чипсы наберешь вот так. Вот, взял. Вот туда вот какую-то лапшичку, какую-то еду и кусаешь. Я так очень Вот люблю. так вот берешь салатик сюда и поехали. Это я придумала. Вот смотри, какая я гений, и ты так и ешь. Угу. О, друзья, мы продолжаем дегустировать. Помимо этого видеоролика, где мы, в принципе, озвучиваем цены, показываем меню, у нас все названия с рейтингом, с ценовой политикой, с меню будут еще в телеграм-канале. Поэтому переходите, подписывайтесь. Будем туда дублировать. А пока съемку прекращаем на время дегустации. Итак, принесли нам счет. Все вместе у нас получилось на 2650 рублей. Обычно, кстати, меньше. Обычно выходит меньше. Я объясню. Во-первых,
В этот раз мы взяли пиво. Пиво все-таки стоило 250 рублей, а не 200. Вот. И 2 напитка вот таких. Лиза вторую баночку брала, они по 180. Итого 180 это 360 и плюс 250 это 610 рублей. То есть, грубо говоря, если как в предыдущих заведениях без пива и без этих напитков, то фактически вышло бы там на 2000, 200. И еще нас предупредили... Да, мы взяли креветки. Креветки стоили, кстати, не 600, а 650. Нас предупредили. Мы просто забыли подснять, что у них меню еще не поменяли они. У них вот есть электронное меню на столе, и у них плюс-минус цены блюд разнятся, там плюс-минус 40, 50 рублей, там 60 рублей. Так вот и получилось, что креветки 650, плюс пивко, плюс напитки и так далее. По факту, если, условно говоря, мы бы брали, как в предыдущих заведениях, то это минус 650, да, это 2000, и минус пиво, ну где-то 1800. Я считаю, что это... Чипсы мы не доели. Чипсы не доели, потому что мы объелись, да. Не, ну зато я хотела их домой взять. Вот и Даже возьмем. платить не надо еще за... Да, да. В общем, цены демократичные. Находимся мы в центре Адлера. На секундочку. Порции просто огромные. Фубо я немного не осилил доесть. Рис за Лизой все-таки добил. Несколько ложек. Ну вот, чипсы придется взять с собой. Мы рассчитались, как обычно, оставили, по-моему, сегодня сколько мы оставили? 20-15% чаевых. В общем, выходим на улицу, будем подводить итог. Мы очень довольны, очень наелись. Просто 5 с плюсом. Поехали. Итак, подведя итог по поводу посещения данного заведения, могу сказать, что мы очень довольны. У них очень аутентичный, интересный интерьер. Стены раскрашены, там карта Вьетнама, какие-то города, какие-то вьетнамские шапочки, вот эти шляпки висят на стенах. Порции большие, цены отличные. То есть, ну, дешевле что-то в Адлере, ну, не найти. Значит, еда действительно вьетнамская. То есть, это, знаете, как бывает, говорят, японская кухня, где-то в России в ресторан заходишь, а там, да, что-то есть, а остальное такое, знаете, русско-японская кухня. То есть, здесь не так. Здесь действительно вьетнамская кухня. Ну, вот, я даже не стал никакой кофе в конце брать, ничего, просто я хочу этот вкус, чтобы у меня этот вкус подольше во рту сохранился, я его буду до вечера носить с собой, вот. Ну, сейчас мы... Бесшумное место, да? Сейчас мы найдем какое-нибудь бесшумное и красивое место и будем подводить общий итог данного видео. Оставайтесь с нами, будет интересно. Итак, подводя итог по посещению этих 3 вьетнамских заведений, было бы некорректно ставить их там на 1 место, 2 или 3. Почему? Я это понял только в процессе съемки. Потому что, ну, во-первых, все 3 места произвели на нас отличное впечатление. Все 3 места заслуживают 1, но... Конечно, каждому индивидууму что-то понравится больше, что-то меньше. Вот, например, супы Фобо, допустим. Во всех 3 заведениях они были безупречны. Но, например, в заведении Комфо, да, по-моему, на Мандарине оно называлось, он был мало того, что вкусный, там было очень много мяса. Прям вообще, вот прям от души. Допустим, в этих 2 заведениях, Фо Вьетнам и Фо Ханой, чуть поменьше мяса. Ну и цена была дешевле. Но и цена дешевле, да. Потому что, ну, опять-таки, не надо забывать, что Комфо находится на Мандарине. Но это самое топовое место здесь, в Адлере. Мне кажется, после большого этого морпорта сочинского, да, вот этого места с ресторанами, это 2 по крутизне здесь. Там, ну, понятно, поляну мы пока не рассматриваем. Вот, допустим, что касаемо ценовой политики, допустим, Фо Ханою равных нет. Потому что там цена, конечно, ну просто ниже плинтуса, и это в хорошем смысле, но дешевле я даже не представляю, в какой столовой можно... Фо Вьетнам они одинаковые. Да, Фо Вьетнам, нет, сейчас уже не одинаково, Фо Вьетнам чуть-чуть цену поднял, но у Фо Вьетнама как бы и уровень немного другой, понимаете, поэтому... Я не могу сказать. Ну, лично давайте так. В моем сердце 1 место занимает Фо Вьетнам. Заведение, которое находится на Кирова 99. Вот. Это в нашем, не то что в моем, и дочки, и жены моей Оли. Вот, кстати, привет, Оль, тебя оператор снимает. Всегда за кадром остается. Да, это, конечно, топ занимает 1 место, потому что я говорю, вот, допустим, вот мы сегодня там были, поели креветки. Ну, это офигенные креветки, просто божественные. Они в таком чесночном соусе, поджарены на сливочном масле. Ну, короче, как надо. Понимаете, допустим, в Комфо там меню большое.
То есть ты пришел вроде в ресторан... Больше европейской, как бы. Да, там много европейской кухни, но там есть и ролл, и суши. То есть комфо больше, знаете как, это больше не вьетнамской кухни, а больше вообще для любителей азиатской кухни. То есть ты там можешь, ну просто, там, здесь, например, один салат был фо Вьетнам, да, а там, например, их там 10-12. Также и первых блюд, там есть даже, по-моему, крем-суп даже какой-то. То есть не только там фо-бой и том-ям, не все же любят том-ям. Фо Ханой, там всегда есть немы. Да, фо Ханой, допустим, это вьетнамская исключительно кухня, там всегда есть немы в наличии, это такие вот эти вот жареные в рисовой бумаге роллы. Ну вот такие впечатления. Я не буду говорить, да, какие места. К посещению обязательно. Приезжайте, когда в Адлере будете, посетите. Телеграм потом напишите, отпишитесь, что были, отчитайтесь. Да, кстати, в телеграм-канал потом мы там будем пост делать, когда видео выпустим, будем делать пост с ценами, да, и с названиями заведений, с их адресом. Вот, если будете посещать, отпишитесь, скажите ваше впечатление. Значит, ну, по ценам, значит так, самая низкая цена это фо Ханой, средняя цена это фо Вьетнам, и самая дорогая цена это комфо. Вот. Собственно, вот и все. Дальше будет больше, дальше будет интереснее. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на все наши социальные сети. Они есть в описании к этому, да и ко всем остальным видео. Мы будем готовить вкусные блюда для вас, готовить вкусно. Мы будем посещать различные заведения, делать обзоры. Пишите, на что сделать обзоры, на какие... То есть, знаете как... Иногда люди пишут вот конкретно, сделай обзор на заведение, там, например, там какой-нибудь там Хинкали-Пинали, например. Ну, я что, поеду конкретно это заведение обзор делать? Нет, мне нужно делать сравнение, смотреть блюда в общем. Потому что прийти и сделать обзор одного заведения, это уже реклама, понимаете? Вот, поэтому, собственно, вот так. Ну, а вам хочется пожелать всего хорошего. Спасибо, что вы с нами. До новых встреч. Пока-пока.